Оказалось, найти обалденную квартиру в Дублине было намного проще, чем мы думали. И сейчас я покажу, как все сложилось. Почему нас так быстро одобряли на просмотрах, что мы в итоге выбрали, сколько это стоит и как мы обустроили все с нуля. От покупок до организации каждой комнаты. Приятного просмотра! Ну и начнем мы с того, какая вообще ситуация с арендой жилья в Ирландии. А она, цитирую, остается крайне сложной и напряженной. По крайней мере, так говорит искусственный интеллект. И в целом это правда, но частично. И, собственно, вот мы, пример нас, которые получили 3 оффера из 4 просмотров, но до этого еще дойдем. А пока именно про сам рынок. И да, тут большой спрос, мало предложений и заоблачные цены. Ну, то есть нормальное жилье, квартиры, там, не знаю, двухкомнатные могут стоить от 2-2,5 тысяч евро. Может быть, конечно, дешевле, но понятно, что будут страдать разные условия, там, расположение, отопление и так далее. Но в целом цены большие, и при этом, да, зарплаты здесь тоже не маленькие, но это соотносится с минимальными зарплатами, как бы. Искать объявления можно на сайте Daft.ie, ну, может, и на других каких-то платформах, но мы арендовали конкретно тут. И самое ключевое, как по мне, ну и в целом, в анализе любого объявления это показатель БР, энергоэффективности. Ну, то есть это самые эффективные дома, Б, С, Д средние и Е, Ф, G самые холодные дома. И нужно понимать, что чем дальше от А, тем нужно больше обходить самой дальней дорогой эти дома. И часто, да, это дома, а не квартиры. Ой, почему я не люблю дома? Потому что вы будете больше платить, будет холоднее и будет больше плесени. В плане осмотров, помимо индивидуальных, таких привычных, наверное, многим, тут есть групповые. И это, конечно, прикол. Я не знаю, честно говоря, как в других странах, но в Польше я о таком даже не слышала. Да и, в принципе, я только вот в Ирландии, в Дублине узнала, что есть такие осмотры, куда могут приходить человек так 100. И то есть это нормально. Как у нас проходил весь этот процесс поиска квартиры и, на самом деле, еще подготовки к ней, потому что, да, сначала нужно подготовиться, и мы это начали делать еще в Польше. Сначала муж изучил рынок аренды тут, как все работает, потом мы начали смотреть объявления, изучать, какие цены, какие варианты, вот показатель БР. На пару объявлений вроде бы даже откликнулись, ну так чисто по приколу. Понятно, что мы были не на месте, но нам было интересно увидеть, как работает ответ, отклик и как вообще это происходит. Потом мы арендовали 8 временных мест, где мы будем жить, пока мы будем искать квартиру. Ну да, а вы что думали? Мы готовились прям на самый худший вариант, что мы будем до 2 месяцев прям искать квартиру, будем ходить по всем этим осмотрам, арендовали по неделе на букинге разные места, какие-то повторялись, ну в общем. И в итоге мы пожили в 2 местах, это в отеле и в таком доме, в квартире. Об этом можете посмотреть в прошлых видео. И остальные просто отменили, потому что уже на 2-й неделе мы обошли все осмотры, получили офферы и подписали контракт. И уже переехали. Ну и, собственно, по приезду мы начали сразу откликаться на объявления, смотреть именно те, которые подходили бы нам. В итоге получили 4 приглашения на осмотры. Первый вариант стоил 2500 евро. Это я буду называть уже полные суммы, и коммунальные, и сумма за аренду. Это был центр, и да, хозяйка была милая, в принципе, квартира двухкомнатная, но она не запала в душу, так же, как и сам район, и слава богу. Ну и дорого, понятное дело. Вторая квартира стоила 2100 евро. Это уже был красивейший кинематографичный район у моря. Новая квартира, ЖК, полчаса до центра, можно было добраться на электричке или на автобусе. Это был тот самый трэшовый групповой осмотр, который мы не забудем. Это максимально выглядело странно. Сначала мы так собирались кучками, было вроде как, ну, немного людей, а потом все подходят. И в итоге это просто была огромнейшая очередь. Не 20, там, не 40 людей, больше. Такое ощущение, что реально там под 100. И потом просто по человек там 5-10, я не знаю. Мы заходили, смотрели эту квартиру и выходили, заходили следующие. Это была такая большая очередь. Было понятно, что мы мы не получим оффер по этой квартире, но все равно попробовать стоило. Третье место. Это был уже дом.
он стоил 2400 евро. Дом старый, а сами там квартиры и мебель новая. Можно было выбрать квартиру, сказать свои предпочтения, их там несколько на 3 этажах, если не ошибаюсь. Вроде бы и прикольно, и атмосферно, но что-то мне в ней не нравилось. Солнечная сторона была вообще не солнечной, и энергетически это место вообще мне не откликнулось. И 4-е место, самое бюджетное, 2050 евро. Это новый ЖК «Угор». До центра уже, конечно, ехать час, на автобусах только. Но при этом тут есть тренажерный зал, это БРА, между прочим, и солнечная сторона, и вид. Ну, короче, это великолепный вариант, самый бюджетный. И тогда мы его и выбрали. Вот нам дали офферы на все варианты, как вы понимаете, кроме того, где был групповой осмотр. Причем на него забавно ответили спустя сколько? 3 месяца. Максимально странно, как будто мы будем 3 месяца ждать какую-то квартиру. Ну и тут добавлю, что около 70 евро у нас стоит электричество и отопление, а это супер мало, летом еще меньше может быть, а остальная сумма 1933 евро, это уже все остальное, это цена за аренду и остальные коммунальные, и это прям супер удобно. И так получилось, что сначала нам дали оффер на квартиру в центре, да, сразу практически, но мы понимали, что, скорее всего, не выберем. Потом мы получили оффер на тот дом, мы переживали, стоит брать это место или нет. Вот было много сомнений, но при этом мы не были уверены, что нам дадут оффер на вот эту квартиру. Но в итоге его дали, слава богу, и мы, недолго думая, в принципе, быстро выбрали. Выбор был очевиден, и я очень счастлива, что именно так все получилось. Ну а теперь вернемся к процессу переезда. Первый заход. И 1,5 часа пути, блин. Да, перевозили вещи мы в 2 захода, у нас был зазор в несколько дней, поэтому мы могли спокойно и без спешки доправить кучу чемоданов до нашей квартиры, параллельно, естественно, экономя на коммунальных, живя на прошлом месте. Не верится, что это уже наш дом, мы здесь будем как бы жить долгое время. Ну, все еще такое пустое, конечно, будем обустраивать, вообще никаких вещей толком нету. Вот, но мне уже тут нравится. Тут еще такой красивый вид с окна, горы. Я их вообще, когда мы смотрели квартиру, я их вообще не заметила. Ну как, просто миленькие домики, там что-то вдалеке зелень, а тут прям горы, поляны, вообще деревья, красота. Но по цене это вообще, конечно, повезло. Хотя какое там повезло? Подождите, неправильно сказала. Вообще слово повезло, оно как-то обесценивает все то, что делал, какие ты усилия прикладывал. В нашем случае Андрей готовился к каждому этапу поиска жилья, ну, и на самом деле это большая работа, и можно подумать, нам постоянно везет, мы находим какое-то лучшее для себя жилье, как, например, в Варшаве нам повезло тоже. Повезло, но это с одной стороны, как бы вселенная нам дает лучшие варианты, а мы их просто замечаем, и мы их, ну, умеем как бы вовремя взять, схватить. Не могу не поделиться с вами с лайфхаками по быстрому поиску жилья, и это относится не только к Ирландии, но и, в принципе, к любой стране. Нам это помогло в Польше, хотя нам тоже там говорили везде, что арендовать жилье сложно, долго и так далее, но мы это сделали с первого осмотра, кстати. А здесь тоже все так быстро получилось, и на самом деле понятно почему. Просто записывайте наши лайфхаки. Ну ладно, это наш опыт, вы также можете поделиться своим. Первое – это намерение. Да, ситуация на рынке, правда, может быть сложная, и как бы реальность такая, какая она есть, но при этом не стоит прям верить этому сильно и из-за этого настраивать, что вы будете мучиться тут годами, просто искать жилье, и оно будет супер дорого. Это не так. В большей мере реально все зависит от настроя, я так думаю, и мы так и сразу постарались настроиться, что мы найдем свое место, мы просто будем все делать так, как нужно, следовать законам системы, и наше место нас найдет. Блин, вот эту мысль надо мне на другие сферы переложить, потому что тяжело так думать, например, в сторону работы. Второе и супер важное – это подготовка документов. И когда вы подаете
отклики на объявления, вам нужно прикреплять кучу разных документов, чтобы, понятно, давать какие-то пруфы, подтверждать свои доходы. Это супер важно, потому что поэтому потом выбирают, кому арендовать жилье. Какие документы были у нас? Это паспорта, выписки с банковских счетов, то есть сбережения, чтобы было понятно, что мы не перестанем платить. Также муж запрашивал письмо от HR своей компании, и мы запросили письмо от прошлого лендлорда, чтобы была такая рекомендация. Причем лайфхак, опять же, не надо сильно мучать этого лендлорда, вы можете сами подготовить текст, а человек его просто подтвердит и может подписать. Самое главное — это подпись. Итак, даже на самом деле не важно, с какой страны вы берете этот референс, просто вот тут конкретно на английском нужно это все сделать. Неважно, вот мы с Польши, например, взяли, потому что здесь у нас еще не было опыта, но тот тоже считается. Третий лайфхак — это быстрые отклики на объявления, супер быстрые. Вообще скорость неимоверно важна. И для этого я уже делилась лайфхаком, что можно устанавливать там специальный агрегатор этих объявлений. Короче, сделать так, чтобы приходили звуковые, громкие сообщения о том, что появились новые объявления, причем вот каждое, никаким там скопом смотреть нет смысла. Нет смысла смотреть спустя час, спустя день, это вообще все. Вот только выходит объявление, нужно быстро реагировать, и от этого много зависит, потому что часто дают предпочтение тем, кто первый реагирует. А таких людей как бы много. Четвертое — это дружелюбная коммуникация. Опять же, очевидно, но это очень важно, потому что на человеческий фактор тоже смотрят. Да, доходы — это классно, что вы какой-то там крутой специалист, у вас есть работа, но понятно, что выбирают тех людей, которые приятны в общении, которые уважают других, и, кроме всего прочего, нужно о себе еще рассказать. Подготовить там пару слов на английском языке, мы так подготовили, и муж о себе говорил, немного обо мне, либо я о себе. И, кстати, не сильно людей избило то, что работает только муж сейчас, а я не могу работать. Ну, по новой визе, по этой визе я не могу работать на себя, поэтому я, кстати, выключила монетизацию видео, если вы не знали, и ничего не зарабатываю с Ютуба. И это, слава богу, никого не смущало. А я переживала, потому что, часто же бывает такое, что два партнера работают, а это уже сильно больше доход, и таких людей могут выбрать. Тут, наверное, просто важно, чтобы цена аренды не превышала 40% от общего дохода. И если это совпадает, то как бы все нормально. Если нет, то лучше искать варианты подешевле. И пятый лайфхак — это быстрая подача документов. Очень быстрая. Вот вы посмотрели жилье, мы посмотрели, и сразу, когда мы уже ехали домой или просто вышли с места, с дома и сели на лавочке, мы сразу отправляли все документы, все максимально, или в автобусе. Это было забавно, но именно это нам и помогло, я думаю. Если мы приехали домой, только потом отправляли, это было бы уже, мы бы, наверное, уже были не первые далеко. Время закупок. Но сначала надо перекусить. Может быть, я что не понимаю, но почему, когда мы идем по магазину ирландскому, дублинскому, не знаю, мы уже 105-й раз видим, как люди оставляют стаканчики. Как-то так. Approval needed. We spent years in training
Fighting battles uphill when care is heavy and getting heavier still. Ну все, теперь мы окончательно переехали, перевезли все вещи, тут лежит куча уже всяких покупок. Короче, пусто, грязно, но мы здесь, холодно. И я тебя поздравляю, муж. И я тебе жена. Хорошо. Тут еще так воняет то ли ремонтом, то ли краской, то ли пылью, непонятно. Грязные окна, которые надо в первую очередь помыть, потому что этот вид очень красивый. Ну и, короче, планов у нас сегодня много. Ну как, нам нужно поехать в магазин, кучу всего купить, вернуться, потом опять поехать, взять еще товары для дома оставшиеся. И я вам уже потом сниму, что мы там купили. Боже, как мне нравится район, в который мы переехали. Обязательно буду вам показывать. И знаете, что заметила? Ну вот, как-то ездили мы по городу, и как-то у меня было ощущение, что как-то подозрительно чисто. Не в плане мусора, хотя это тоже тут довольно чисто. Иногда, да, бывает мусор, но это в отдельных местах. А в плане именно информационного шума. Тут нет лишних реклам. Тут, в принципе, реклам я не видела. Может, какие-то отдельные, но нет таких больших стендов. Ты едешь по улице, и просто у тебя перед глазами одно, второе, третье. Тут так как-то по-настоящему все, не знаю. От этого очень спокойно и хорошо. Ну, практически все взяли. Вот такая огромная закупка у нас получилась. Тут я не буду все перечислять, сами видите. Очень много основных продуктов, там мясо и всякое дорогое. Вот, то, что будет долго у нас, там овощи, фрукты, чай, там специи, сладкое, каши. И вот еще всякие вещи для дома, для уборки, для кухни. Ну и, собственно, все это вместе вышло на 127 евро. Пока еще не поняла, насколько это много или мало, но Lidl считается одним из самых бюджетных, точнее, самым бюджетным магазином здесь. Было сложно дотянуть, но мы справились. Вторая закупка товарами для дома. Надеюсь, сейчас все найдем то, что нам нужно, хотя бы основное, и сможем отдохнуть. Результат налицо. Андрей тестит. Нравится? Мне тоже. Еще так красиво. Наконец-то я дошла до разбора покупок. Ох, сейчас будет много всего, буду вам показывать. Я даже немного запуталась уже в чеках, их 3. Просто хочу показать, какое все атмосферное. Начну, наверное, с самых больших штук. Сушилка для одежды. У нас есть сушильная машина, но она берет много электричества, и хотим больше сушить, как обычно, чтобы не тратить лишние деньги. Дальше посмотрите, какой у нас милый чайник такого молочного цвета. Набор постельного. Взяли 2 таких набора. Один немного там раздельный, вот такой вот коричневый, и второй уже застелили, красивейший, бело-желтый, с цветочками. Полотенце, чтобы сушить посуду. Мы хотели взять типа коврика или чего-то другого, но будем просто ложить на полотенце. Лопата, толкучка. Такой вот наборчик в ванную. Также в ванную органайзеры, такие обычные, белые. Один маленький, второй большой, они еще закрываются. Думаю, будет очень удобно. Потому что у нас вообще нет никаких там полок, ящиков, ничего. Нужно будет как-то это красиво упаковать, чтобы не было навалом всего. Ой, сейчас мне надо как-то с пола будет все поднимать. Тут куча всего. Еще большая вещь. Пылесос. Андрей долго выбирал, искал в интернете, какие варианты. Мы думали, может уже и взять того популярного Генри, о котором чат GPT почему-то вовсю говорит. Но взяли обычный за 90 евро в магазине Tesco. Самая важная вещь, универсальная, тазик. И эта штука для сухих полотенец. Подставка под горячее
И вот такие милые с цветочками, такие весенние подставки под еду. Опять же, из обычных кухонных всяких принадлежностей терка, ножи взяли такой вот большой и поменьше. Ну и всякие там наборы с лопатками деревянными. Одна маленькая разделочная доска и одна большая. Мне вообще очень понравился магазин Dune Store. Мы там взяли большинство вещей, они очень красивые и по виду качественные. Хочется верить. Вот, и очень эстетично выглядит, ну прям вообще, дерево такое красивое. Посуду у нас немного, взяли на первое время. Вот такие вот белые, обычные глубокие тарелки. Также глубокие, но такого зеленого цвета. Очень красивые, особенно внутри. Обычные маленькие тарелки, типа на перекус. И тоже такие полуглубокие, большие на основные блюда. С такими миленькими маленькими пупырышками на краю. Кастрюли и сковородку выбрали в вот таком красивом цвете. Очень нравится. Не хотелось брать что-то черное, вот это, ну, серое, мне не нравится. А вот светлое, с деревянными ручками, вообще супер. В общем, взяли одну вот такую вот сковородку огромную и два маленьких, как он там называется? Два сотейника, короче. Вот. Два обычных, но красивых стакана. Всякие ложки, вилки, ножи. Взяли их как бы по отдельности, не набором. И это, в принципе, даже получилось бюджетнее, чем если брать набор. Дальше посмотрите, какой милый маленький веничек с совком. И тоже кухонные, последние на кухню. Вот такие вот полотенца. Очень красивые, опять же, такие весенние, белые и зеленые. Очень приятные. Ну и дальше у нас ванная. Это, собственно, полотенце, такое коричневое полотенце, более светлое, маленькое, молочное и маленькое коричневое. Коврик в ванную. Обожаем именно такой формат. В Варшаве тоже его брали. И швабра, опять же, тоже такая же, как мы брали в Варшаве. Да, она у нас один раз сломалась, но как бы выбора там особо нет. Ой, сойдет. Ёршик и мусорник приятного тоже молочного цвета. И чуть не забыла еще вот такие вот чашки. У нас еще есть такие зелено-бирюзовые или какой там цвет, что-то не вижу. Короче, зеленого цвета, а эти такие коричневого, кофейного вот градиента к молочному. Господи, это чисто количество чеков, которое у нас получилось. Мы ходили в несколько заходов. Ой, тут есть вот и Dune Store. Я потом сплюсую тут на 95,5 евро. Pennies, классное название, обожаю. 82 евро. Дальше Tesco 90, это вот пылесос, как я сказала. Еще Tesco, ну это какая-то мелочь. Ой, Dune Store 38 евро. И еще Dune Store 290. Это когда мы большинство всего брали. Ой, короче, в сумме это сумма не маленькая. Ну, мы не берем ни самое дешевое, ни дорогое, вот что-то такое максимально среднее, и постоянно у чата спрашиваем, главное, в процессе, нормальное ли качество, подойдет ли, самый бюджетный, хороший вариант. Так что такие вот покупки. Надеюсь, вам нравится этот формат, тоже интересно все это смотреть. И сейчас мы уже будем отдыхать, но потом начнем с вами все это нормально распаковывать, раскладывать и убираться, потому что, господи, тут на фоне просто ужас. Вы должны видеть это. Да, еще никакие вещи не разбирали. Все, идем по приоритетам. И вообще ходили в обуви по квартире, потому что тут все грязно было, а у нас как бы ни пылесоса, ни швабры, ничего. Так что сейчас уберемся хотя бы и будем отдыхать, потому что как бы сегодня 14 февраля. Да, у нас своя романтика походов по магазинам.
Итак, что у нас сегодня по планам? Это поехать встретиться с коллегами Андрея. Мы там планировали. Параллельно мы там будем в торговом центре другом. И нужно еще докупить немного вещей. Мы там забыли про некоторые, оно уже в процессе все становится понятно. И, собственно, разбирать все эти завалы. Там еще нужно немного... Андрей там занимается насчет провайдера электричества, потому что мы его будем менять. Сейчас стоит тут очень дорогой. И еще там что-то разобраться с спортзалом. Тут есть возможность ходить в зал 3 раза в неделю в этом ЖК. И тут нужно, в общем, зарегистрироваться, разобраться, и хотим уже начать ходить. Такие скучные дела. Ну, как есть. Зашли в прикольный магазин, называется The Organized Store. И тут есть как раз вот такие вот штуки всякие. Даже вот вешалки. Мы хотели что-то такое найти, но в обычных магазинах такого нет. Прям столько всего органайзерского. Любители структуры и порядка заценили бы. Здравствуйте! Что купили? Полотенце и еще одно большое, желтое. Могу сразу говорить цены, кстати, 9 евро. И еще одно такое зеленого цвета, тоже 9. Маленькое за 5. Из того органайзерского магазина взяли органайзер для столовых приборов. Получился 32 евро, и очень удобно, что тут не только можно там ложки-вилки положить, но еще с 2 сторон отодвигается, есть дополнительное место для других штуковин. В том же магазине взяли еще одну мыльницу уже на кухню. Снова Dun Store, снова кружки, красивого такого кофейного цвета, всего по 1,5 евро каждая. Взяли 2, и там же взяли подушки, подпопники за 5 евро 2 штуки. Все. Получилось как-то так. Не идеально, не супер-мега уютно, но, по крайней мере, нет вот этих вот кучи вещей. Есть немножко вот здесь, ну, в принципе, по цвету оно плюс-минус подходит. Немного скажу про территорию нашего ЖК. Он у нас супер новый, настолько новый, что его даже на Google картах еще нет, он там строится. И при этом он открытый. Да, у этого есть минус, потому что у нас постоянно подростки сидят на лавочке под окнами и постоянно громко там, в общем, шумят. И это особо ты не проконтролируешь. Прикольная фишка — это то, что у этого ЖК есть свое приложение, где можно подавать запросы на там, починку всяких штуковин дома. Вот про шум какой-то все равно можно говорить, и тебе правда отвечают и решают разные ситуации. Там много в приложении всего есть, мы не пользуемся особо. Там даже есть какие-то что-то про благотворительность, про какие-то активности там бывают.
каждый месяц там что-то пишут. Но самое основное, что мы используем, это, конечно, тренажерный зал. Он здесь входит в стоимость, он тут есть, в середине ЖК, в отдельном здании. В этот зал можно записываться как раз по приложению 3 раза в неделю, не больше, и только по часу. Мне очень нравится тут тренироваться, и круто, что можно просто переключить обстановку. Кроме того, на территории есть несколько лаунж-зон, где можно отдохнуть, в которые также нужно записываться, там тоже какие-то лимиты. Ну, например, можно в один зал записаться, и там есть большой телевизор, еще что-то, всякие диванчики, можно попеть в караоке, или там что-то поиграть, посмотреть футбол, в общем, отпраздновать день рождения. И сама территория очень уютная, мы иногда можем просто по ней гулять по кругу, там, в разные стороны. И это уже как прогулка, далеко идти не надо. Угадайте что? Мы опять в магазине. Опять кучу всего набрали. Но будет уютно. Ну что, очередная закупочка. Смотрим. Начнем, пожалуй, с большого. Та-ра-ра-дам. Это вешалка. Мы все-таки решили брать вешалку и штуку для обуви, чтобы складывать, потому что сейчас просто некуда. У нас очень мало места, и поэтому мы выбрали такую маленькую штучку, чтобы напротив двери поставить и вешать туда курточки, может, сумки наберем. А вот, собственно, и подставка для обуви, или как это назвать, обе в таком деревянном цвете, из бамбука. Просто одна штука более светлая, вторая более темная, но это, думаю, не будет мешать. Хватит уже быть перфекционистом. Тарелка, чтобы смешивать все. Мы ее искали везде, наконец-то нашли в Дунстор. Кстати, я что-то цены не говорю, это 15 евро. Органайзер 10 евро. Для обуви штука... Вешалка и штука для обуви тоже какие-то бюджетные, там что-то в духе до 20 с чем-то евро. Я уже не помню, каждая. Емкость для готовки, для духовки. Штука для чистки окон и еще для душа, 2 в 1. Еще один адаптер. Маленький органайзер для вещей для дома, типа там отвертки и все такое. Еще 2 таких стакана. Взяли еще немножко посуды. Вот такую миленькую тарелочку. И еще меньше, что-то для типа соевого соуса, в принципе для соусов. Взяли еще тарелок и решили брать по 2 тарелки в разных цветах, типах, текстурах, потому что так интереснее. Ну, смысл брать одинаковые, тем более есть довольно бюджетные варианты. Так что взяли вот такую светлую, коричневую, такой песочный красивый цвет и одна зелененькая тоже. У нее такой интересный ровный ободок. И еще из важного взяли пледы, которых нам не хватало. Мы мерзли, наконец-то будет чем укрыться. И плюс надо кровать одним застелить. Вот такой вот из искусственного меха. Такой немножко лакшери вариант, скажем. И, ладно, тут еще коврик для душа, обычный, по скидке. И 2 обычных пледа, зелененький. И, не знаю, какой-то цвет, тоже песочный. Назовем его так. Можно подумать, как же скучно мы живем. Ходим в магазин, покупаем что-то, я снимаю обзоры. Но да, с одной стороны, от этого, конечно, устаешь физически, и торговые центры всегда забирают энергию, как бы ты ни старался. Но при этом такие рутинные дела, ну, я не знаю, что может быть ценнее в жизни каких-то простых вещей. Пойти в магазин, взять каких-то товаров, вещей для дома, обуютить как-то свое место. Или просто там, не знаю, гулять, есть, готовить еду. Это же и есть жизнь. Как-то странно это не любить. Вообще в мире все так дуально. И если посмотреть на любое, что угодно, то есть 2 стороны. Но все негативное идет, конечно же, от лжи и от эго. Поэтому я часто выбираю смотреть, как вы можете заметить, на что-то светлое, позитивное, и как бы я не живу в иллюзиях, но мне правда нравится такое мышление, я рада, что к нему пришла, потому что когда-то его не было, и мир был более грустным. Hold me tighter, this dynamic says it all. Приложи свою руку, You're пожалуйста. the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater.
my mind spins faster and faster. Мне пришла очень долгожданная посылка от моей подруги в Варшаве. Она шла очень долго, несмотря на то, что тут был выбран приоритет доставки. Но наконец-то дошла, и я наконец ее распакую и посмотрю, что же там, потому что я не знаю. Так, да ты шо, тут целый наборчик получается. Пахучка для дома. Теплый кашмир. Интересно, что это значит, потому что я в запахах не разбираюсь. Но это как раз то, чего нам не хватает дома. О, тут есть открытка, сейчас почитаю. Маска для глаз. Надеюсь, мои глаза больные к этому готовы. Один глаз. Так как я лечусь, но может быть попозже. И какая милая рукавичка для кухни. Обалдеть. С всякими животными, растениями. Красота. То есть эта посылка была отправлена 9 марта, а пришла она 6 апреля. Обалдеть, прям как в прошлом письма отправляли и месяц ждали. Блин, ну это очень мило. Спасибо, Полина. Я знаю, что ты можешь смотреть, поэтому еще раз тебя благодарю уже тут, через видео. Ну что, долгожданный рум-тур спустя 4 месяца после переезда. Мы заходим в квартиру, и сначала у нас такой миленький маленький коридорчик, здесь у нас подставка для ног, как вы знаете, удобно расположилась, здесь вешалка, и сразу мы так переходим на кухню. Она очень такая просторная, комфортная, мне очень нравится планировка, и что здесь есть такой огромный, как это называется, островок, где можно готовить хоть с 4 сторон, со всех, с 3, ладно. И тут у нас есть вся техника, посудомоечная машина, господи, плита, духовка, микроволновка. Мы купили тостер. Посмотрите, какой он красивый. Но я уже, наверное, хвасталась. И переходим в нашу living room, основная комната. Здесь, кстати, обеденный стол. Мы тут, собственно, едим. Очень удобно, что он такой большой. Можно ставить ноутбук и смотреть что угодно. И красивые наши глаза. Да, это важно. Здесь у нас находится красивый, но уже увядающий листик, который мы подобрали на территории нашего ЖК и решили поставить в вазу. На самом деле это не ваза. Пахучка, подарок от Полины, от подруги с Варшавы, и Лего из Гарри Поттера, которое мы с собой тоже сюда привезли. Здесь у нас находится еще один столик, где тоже интересная композиция. Не скажу, что идеальная, но мне очень нравится, уютно. Здесь куча камней, которые мы в Ирландии, в Дублине, насобирали. Вот эта куча, вот эта. Половину или даже больше мы заберем на подарок родным. Ну и всякие наши натуральные сувениры с разных мест, с разных стран и городов. Я очень люблю это местечко. Хочу отметить, что и цветы, и вазу, и поднос я заказывала на Shein. Я очень долго находила все эти штуковины, по отзывам анализировала, и они получились очень прикольные, в основном хорошего качества, но не все. Здесь у нас также находятся руки, которые почему мы не включили здесь подсветку, вот так красиво выглядят. Миленький голубой ковер, место, где можно отдохнуть. Да, цветочек, подушка цветочек, я ее люблю. Подушка листик. Я теперь каждый предмет в доме обожаю, потому что выбирала его сама со всей любовью, иногда вопреки Андрею. Да не, ну ему тоже все это нравится. Еще здесь красивая картина висит. Да, осталось только рабочее место. Здесь работает Андрей. У него такое уютное пространство. Мы все-таки решили поставить так, потому что мы несколько раз меняли наши планы, но этот вариант оказался самым удобным. И балкон. Мое любимое место. Это, кстати, эти окна, вид, и, как вы заметите, они грязные. Да, прошло уже много времени после того раза, когда мы мыли. И вот такой вот у нас балкончик чистый. Мы тут убираемся. Правда, находятся 2 грязных барных стула, никому не нужных, но этот вид, я его обожаю. Это дуб, просто наш родной дуб. Как он красиво тут цветет и закрывает дорогу. Да, тут немного шумно, но при этом это не сильно мешает. Звукоизоляция очень хорошая.
И также вы видите как красиво все расцвело, потому что въезжали мы, это была зима, было все еще лысое, а сейчас куча зелени, горы видно, еще такая прекрасная погода, сегодня вообще жарко, 25 градусов. Мы вернулись ко входу, потому что здесь у нас сразу справа находится кладовка с стиральной и сушильной машиной, второй мы не пользуемся. И да, выглядит все здесь не очень прям так эстетично, но кладовки на то есть и кладовки. Тут и коробки, и пылесос, и чемоданы, свет, все, что можно, коврик, наша крутая тачка, тележка для продуктов и разные запасы. Идем по правой стороне. Здесь у нас ванная, душевая, точнее, с туалетом. Тоже просторная, мне очень нравится вся эта планировка и то, что зеркало большое, оно добавляет объема. Из того, что новое, я добавила цветочки. И теперь выглядит чуть более уютно. Не просто эти белые коробки, а хотя бы немножко видимость какой-то зелени, ярких цветов. Ну и некоторые детали тоже добавляют атмосферы. И спальня. Нет, давайте все-таки свет включим. Ну, немножко добавим света. Спальня у нас также выходит на наш красивый дуб. Очень приятно на него смотреть. У меня здесь как раз рабочее место, и я могу сидеть за ноутом и постоянно смотреть в окно. Правда, иногда солнце заходит, и я закрываю шторы. Но здесь очень уютно, мне нравится. Я люблю это место. Вот. Тут находятся шкафы, но, в принципе, я не буду их открывать, там не убрано. Нужно все пересобирать, там просто хлам, признаю. Здесь у нас наши игрушки-дружбаны. Большая красивая кровать с пледом, зацените, как он мило выглядит. И с вот этими всякими ромашками, цветочками. Ну, а здесь, как я уже сказала, рабочее место, творческий беспорядок. Ну, это еще порядок. Хочу сказать, правда, порядок. Так как я люблю скраббукингом заниматься, и тут постоянно всякие куски упаковок валяются. Это я еще пакет убрала с мусором. Здесь вы можете увидеть, я уже забыла, хлопушка, кинохлопушка находится. И тут еще малюсенький уголочек с книгой, которую читаю я на английском. Украшения, камера и лампа. Но лампа должна была быть белая, хочу сказать. Нам поменяли, потому что тут была сломанная. Делитесь в комментариях, как вам квартира, как вам наше обустройство. Ну, мне кажется, еще бы пару цветочков добавить живых, и будет вообще прекрасно. Но то, что сейчас уже есть, мне очень нравится. И жить здесь каждый день прям наслаждение. Спасибо, что прожили с нами эту важную часть жизни в Ирландии, посмотрели это длиннющее видео, и увидимся совсем скоро. Пока!